Приветствую вас на канале Knitting Patterns Вязания, и сегодня я приглашаю вас связать вместе со мной вот такой потрясающий ажурный узор спицами, которым связан такой джемпер. Узор напоминает листики. Такой узор можно вязать и сверху вниз. Листики будут смотреться при вязании сверху вниз вот таким образом, тоже красиво и необычно. И даже чем-то напоминают они уже не листики, а цветочки. Друзья, я связала образец такого узора. У меня один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Вот так смотрится узор с лицевой стороны. Он слегка рельефный, слегка выпуклый с лицевой стороны. И совершенно гладкий с изнаночной стороны. Здесь можно увидеть на лицевой стороне или листики, вот такие вот листики со стебельками, или цветочки. Цветочки можно увидеть, если вязать сверху вниз таким узором. То есть у нас получаются как бы тюльпаны на стебельке при вязании сверху. Друзья, при провязывании 9 ряда и 11 ряда имеются нюансы, которые я объясняю при провязывании образца. Друзья, перед вами схема узора, на которой вы видите, что указаны только нечетные ряды. Это лицевые ряды, которые вяжутся справа налево по схеме. Четные ряды на схеме не указаны при поворотном вязании. Это изнаночные ряды, которые вяжутся по рисунку слева направо. Конкретно на этой схеме все изнаночные ряды при поворотном вязании провязываются полностью от начала и до своего конца изнаночными петлями. Накиды при поворотном вязании провязываются изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 16 рядов. Провязав последний 15 ряд справа налево по схеме, мы возвращаемся по изнаночной стороне. Это будет 16 изнаночный ряд. Вяжем его всеми изнаночными петлями. И далее начинаем повторять узор вверх по вязанию, опять же с 1 по 16 ряд. Столько раз в высоту, сколько вам это требуется для вашего вязания. Раппорт узора в ряду состоит из 8 петель, которые обведены рамкой. МС это означает раппорт узора. Мы видим, что перед раппортом узора на схеме указаны петли, и после раппорта узора указаны петли. То есть мы в начале ряда вяжем петли симметрии до начала раппорта, затем повторяем раппорт узора по 8 петель столько раз, сколько вы их набрали, и затем в конце ряда только один раз вяжем петли симметрии после раппорта. 6 петель симметрии. При вязании по кругу, так как этот узор можно вязать, конечно, и по кругу, в основном почти все узоры можно вязать по кругу. При вязании по кругу нечетные ряды вяжутся справа налево, являются лицевыми и провязываются по схеме, по ее условным обозначениям. Четные ряды также являются лицевыми при вязании по кругу. Также провязываются справа налево, но по рисунку. Конкретно на этой схеме все четные ряды при круговом вязании провязываются лицевыми петлями.
в том числе и накиды, провязываются лицевой петлей при круговом вязании. Как видите, схема очень проста для вязания, подойдет для самых начинающих любителей вязания, которые только впервые взяли спицы в руки. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Вот такая вертикальная черточка – это лицевая петля. Скобка – это накид. Стрелка, которая показывает вверх, это 3 петли вместе со второй центральной лицевой петлей сверху. Вот такая скобка и внутри цифра 2. Это 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Стрелка, указывающая вниз, это 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. То есть здесь обозначения несложные, такие, которые должны знать все начинающие любители вязания. Самые простые условные обозначения. А теперь давайте вместе свяжем образец такого узора. На спице самым обычным классическим способом набора петель я набрала 19 петель. Это один раппорт узора из 8 петель, плюс 3 петли симметрии в начале ряда, 11 петель, плюс 6 петель в конце ряда, 17 петель, и плюс 2 кромочные петли, которые на схеме не указаны, 19 петель. Я нахожусь как бы на изнаночной стороне после набора петель. Завязываю узелком конец нити и нить от клубка. Так мне будет удобно вязать. И начинаю провязывать подготовительный ряд, который вяжется только один раз в начале вязания схемы, для того, чтобы перейти на лицевую сторону работы и начать провязывать первый лицевой ряд с лицевой стороны. Для этого я все петли подготовительного ряда провяжу изнаночными петлями. Первую кромочную я снимаю, затем провязываю все остальные петли подготовительного ряда изнаночными петлями. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Если вы вяжете классическим способом вязания, провяжите подготовительный ряд всеми классическими изнаночными петлями полностью от начала до конца. Если вы вяжете изделия, начиная с какой-либо планочки или резинки, подготовительный ряд провязывать не нужно. Вы начинаете вязать изделия начинать вязать узор сразу с первого ряда после планки или резинки. Итак, довязываем подготовительный ряд до конца. Кромочная петля у меня последняя, изнаночная бабушкина петля. Разворачиваем вязание на лицевую сторону работы. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Кромочная петля на схеме не указана. Далее идет обозначение лицевой петли. Вяжем лицевую. Далее у нас идут 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Вот эти 2 петли мы должны провязать вместе с наклоном вправо. При классическом способе вязания вы, не разворачивая эти 2 петли, сразу провязываете вместе одной лицевой петлей за передние стенки, вводя, можно вот так расширить немного петли, чтобы легче было провязать их вместе. Вводя правую спицу слева направо, сначала во вторую петлю, потом в первую. Вот так. Вводим и провязываем вместе 2 петли с наклоном вправо. Так мы поступаем при классическом способе вязания, так как правые стенки петель при классическом способе вязания находятся перед спицей. Я же вяжу бабушкиным способом вязания. Правые стенки петель у меня находятся за спицей, поэтому я должна развернуть эти петли, чтобы их правые стенки
оказались перед спицей. То есть поменять положение должна своих петель на классическое. Для этого я по очереди переснимаю эти 2 петли на правую спицу, подхватывая их сзади работы правой спицей за заднюю стенку петли слева направо. Я развернула 2 петли. Теперь правые стенки моих петель находятся перед спицей. Я поменяла положение петель на классическое. Возвращаю эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном, вот таким наклоном вправо. Далее идет накид, накид, а далее уже начинается раппорт узора. Петли симметрии мы отделим маркером, так чтобы не путаться. Вешаем маркер и далее начинаем провязывать раппорт узора. 3 лицевые петли, 1, 2, 3 лицевая петля, накид, делаем накид. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я, не разворачивая эти 2 петли, провязываю их вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Ввожу правую спицу внутрь этих петель, 2 сразу, захватываю рабочую нить и провязываю 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном влево. При классическом способе вязания вы должны сначала развернуть эти 2 петли, то есть поменять их положение на бабушкино, чтобы правые стенки классических ваших петель оказались сзади работы. Они у вас сейчас впереди. Для этого мы разворачиваем 2 петли, переснимаем их по очереди на правую спицу, вводя правую спицу внутрь петли и переснимаем. Вводим правую спицу внутрь следующей петли, второй, и переснимаем. А теперь возвращаем их обратно на левую спицу, при этом мы их будем разворачивать. Вводим левую спицу сзади работы справа налево за заднюю стенку петли и переснимаем на левую спицу. Вводим левую спицу сзади работы справа налево, можно немножечко вот так расширить, справа налево за заднюю стенку петли, вот так, и переснимаем. У меня бабушкины петли, поэтому мне трудно это сделать. Переснимаем ее на левую спицу. Мы развернули 2 петли. Теперь у нас правые стенки петель за спицей. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Так мы разворачиваем петли при классическом способе вязания. Я же вяжу бабушкиными петлями. Я, не разворачивая, провязываю эти 2 петли вместе сразу одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном, вот с таким красивым наклоном влево. Далее идет лицевая петля. Далее 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки. Далее идет накид. Мы провязали раппорт узора. После раппорта узора вешаем маркер. То есть раппорты узора будем разделять между собой маркерами. И начинаем провязывать следующий раппорт. Вяжем 3 лицевые после маркера, накид, 2 петли влево, лицевая, 2 петли вправо, накид. Провязали, вешаем маркер, провязываем следующий раппорт. 3 лицевые и заканчиваем накидом. И так провязываем все раппорты, разделяя их маркерами. У меня всего 1 раппорт в образце. После вашего последнего раппорта, я после своего одного раппорта, провязываете петли симметрии в конце ряда только 1 раз после всех раппортов. 3 лицевые петли, 1 лицевая петля,
вторая, третья лицевая петля, накид, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Провязываю 2 петли вместе за задние стенки. Далее идет лицевая петля. Все, мы провязали петли симметрии, последняя петля, кромочная, изнаночная бабушкина, которая на схеме не указана. Мы провязали первый лицевой ряд, работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем все петли второго изнаночного ряда изнаночными петлями, в том числе и накиды, то есть по рисунку. А по рисунку у нас все петли выглядят как изнаночные, вот с такими бугорками. Накид тоже провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. И так провязываем весь изнаночный ряд изнаночными петлями, переснимая маркерами. Так мы провязываем и второй ряд изнаночный, и 4, и 6, и 8, 10, 12 и 16. Точно так же всеми изнаночными петлями, в том числе и накиды за переднюю стенку изнаночной петлей, переснимая при этом маркеры. Накид, изнаночная петля за переднюю стенку и последняя кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, которая на схеме не указана. Далее идут 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли при бабушкином способе вязания и провязываем их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Далее идет накид, лицевая петля. Мы провязали петли симметрии в начале ряда. Переснимаем маркер и начинаем провязывать раппорт узора. Вот он здесь выделен вот этими линиями, которые здесь обозначены. Это раппорт узора. Накид, 3 петли вместе одной лицевой петлей, с центральной второй петлей сверху. Вот первая петля, вторая центральная и третья. Я покажу, как провязать 3 петли вместе с центральной второй петлей при классическом способе сначала, потом при бабушкином. При классическом способе вязания мы переснимаем первую петлю и вторую петлю на правую спицу, не провязывая, заводя правую спицу сначала во вторую петлю слева направо, потом в первую. Как бы мы хотим их провязать, так расширяю, как будто мы хотим их провязать вместе лицевой петлей. Но мы их не провязываем, а переснимаем. Этим мы поменяли местами первую петлю и вторую центральную. Вторая центральная оказалась у нас впереди, сверху, вот она. Третью петлю провязываем лицевой петлей. Провязали. И эту лицевую петлю провязанную протягиваем через 2 переснятые. Вводим левую спицу в 2 переснятые петли слева направо. Вот так подхватываем их. И правой спицей протягиваем через них провязанную петлю. Вот так будет. И все спускаем со спицы. Вот так будет. Вторая центральная петля оказалась сверху. Вот такая косичка. Немножечко кривая, потому что я все-таки вяжу бабушкиным способом вязания. Как провязать 3 петли вместе при бабушкином способе вязания, я сейчас покажу. Вот накид не нужно не потерять. Накид мы сделали. Далее 3 петли вместе с центральной лицевой
петлей. На правую спицу переснимаем первую петлю и вторую, вводя правую спицу внутрь этих петель. Можно сразу их переснять, вот так ввести. Можно по очереди. Одну петлю первую пересняли на правую спицу. Переснимаем на правую спицу вторую петлю, вводя правую спицу внутрь петли. Вот у нас крайняя петля, это вторая центральная петля. Первая, вторая и третья. Вторую центральную петлю мы спускаем с правой спицы. Первую возвращаем на левую спицу, подхватываем вторую центральную петлю правой спицей и также возвращаем ее на левую спицу. Этим мы поменяли местами первую и вторую центральную петлю. Вот теперь оказалось это первая, а это вторая центральная петля сверху она оказалась. И теперь провязываем эти 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вводим правую спицу внутрь всех этих 3 петель. Вот эти 3 петли у нас, 1, 2 и 3. И подхватываем, ввели, подхватываем рабочую нить и провязываем 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вот получилась такая красивая косичка с центральной второй петлей сверху. 3 петли вместе. Далее накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. Еще раз 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху. Первая петля, вторая и третья. Первую и вторую петлю при бабушкином способе я переснимаю на правую спицу, вводя правую спицу внутрь петли. Вторую центральную петлю спускаю с правой спицы, возвращаю на левую спицу сначала первую петлю, затем подхватываю вторую центральную петлю и возвращаю также на левую спицу. Я поменяла местами первую петлю и вторую. Вторая центральная оказалась сверху. И теперь провязываю 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вот такая красивая дорожка получается. Далее накид, лицевая петля, накид, лицевая петля. Я провязала раппорт узора. Вот он здесь заканчивается. Переснимаю маркер. У меня один раппорт узора. Если у вас набрано несколько раппортов узора, провязывайте следующий раппорт. Затем следующий, и так по очереди. То есть после маркера вяжем накид, 3 вместе, накид, лицевая, накид, 3 вместе, накид, лицевая. Переснимаем маркер и также провязываем, начинаем следующий раппорт, начиная с накида и заканчивая лицевой. После последнего раппорта переснимаем маркер и провязываем петли симметрии в конце ряда. Накид, 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху. Переснимаем первую и вторую центральную петлю на правую спицу. Немножко расширим, чтобы они не убегали. Вторую центральную петлю спускаем с правой спицы. На левую спицу возвращаем сначала первую центральную, первую петлю, затем вторую центральную петлю. И провязываем 3 вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Далее накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Я провязываю их 2 вместе за задние стенки при бабушкином способе вязания. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и начинаем провязывать 4-й
изнаночный ряд всеми изнаночными петлями. Кромочную первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной бабушкиной петлей. Провязываем 4 ряд изнаночный самостоятельно. 5 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идут у нас 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Вот эти 2 петли мы должны сначала развернуть при бабушкином способе вязания. Затем провязать 2 вместе, 1 лицевой петлей за передние стенки. Далее идет накид, лицевая, накид, лицевая. Мы провязали петли симметрии и начинаем провязывать раппорт узора. Вот он здесь у нас выделен вертикальной линией. 4 лицевые петли, 1 лицевая, 2, 3, 4 лицевая петля. Далее идет накид, 3 петли вместе, 1 лицевой петлей, немножечко вот так я расширю. Переснимаем первую петлю на правую спицу, вторую петлю центральную переснимаем на правую спицу, вторую центральную спускаем с правой спицы, на левую спицу возвращаем сначала первую петлю, затем подхватываем и возвращаем на левую спицу вторую центральную петлю. И теперь эти 3 петли провязываем вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. Далее накид, лицевая, петля. Мы провязали раппорт узора, маркер переснимаем и начинаем провязывать следующий раппорт узора. После маркера вяжем 4 лицевые, накид, 3 вместе, накид, лицевая. Маркер переснимаем и начинаем провязывать следующий раппорт. 4 лицевые, накид, 3 вместе, накид, лицевая. После последнего вашего раппорта переснимаете маркер. Я после своего первого одного раппорта, у меня 1 раппорт в образце, провязываем петли симметрии. 4 лицевые петли, 1, 2 лицевая петля, 3, 4 лицевая петля, накид, делаем накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Вот эти 2 петли я должна сначала развернуть при бабушкином способе вязания. Разворачиваю и провязываю их вместе 1 лицевой петлей за передние стенки. И изнаночная петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 5 лицевой ряд узора. Вот так уже начинает у нас вырисовываться узор. Красиво так получается, интересно, необычно. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем самостоятельно 6-й изнаночный ряд всеми изнаночными петлями. 7-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли и провязываем их вместе за передние стенки 1 лицевой петлей. Далее идет накид, лицевая, накид, лицевая петля. Мы провязали петли симметрии узора. Маркер переснимаем, начинаем провязывать раппорт узора. 4 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2, 3, 4 лицевая петля, накид, 3 петли вместе 1 лицевой петлей со 2 центральной петлей сверху. Переснимаем на правую спицу первую петлю, 2 центральную петлю, 2 центральную петлю спускаем с правой спицы, на левую спицу возвращаем первую петлю, подхватываем 2 центральную и тоже возвращаем ее на левую спицу и провязываем теперь 3 петли вместе 1 лицевой петлей
за задние стенки со второй центральной петлей сверху. Далее идет накид, лицевая петля, накид, лицевая, накид, лицевая петля. Мы провязали раппорт узора 7 ряда. Маркер переснимаем. Вот так красиво здесь начинает проявляться узор. Он оказывается вот такой вот немножечко рельефный с лицевой стороны, а с изнаночной гладкой. Очень красиво смотрится. Рельеф такой с ажуром. Такие выпуклые петли вот здесь у нас. Далее провязываем следующий раппорт узора. После маркера переснятого 4 лицевые, накид 3 вместе, накид, лицевая. И так повторяем раппорты узора, переснимая маркеры между ними. После последнего раппорта узора я после своего одного провязываем петли симметрии, 6 петель симметрии, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4 лицевая петля, накид, 2 петли вместе, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю петли, меняю их положение на классическое и провязываю 2 вместе за передние стенки, изнаночная петля, кромочная, бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем изнаночный ряд, в том числе накиды и все петли изнаночными петлями самостоятельно. 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 2 лицевые петли и накид. Это петли симметрии в начале ряда. Немножечко спустилась петля. Итак, кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут 2 лицевые петли и накид. 2 лицевые петли и накид. Это мы провязали петли симметрии. У нас смещается узор в этом ряду. То есть мы маркер, после которого начинаем вязать раппорт узора, должны передвинуть вперед. То есть повесить его после накида. Провязали кромочную, 2 лицевые, накид, и сюда перевешиваем маркер, после которого начинаем провязывать раппорт узора. 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево, лицевая петля, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо, накид, накид, 3 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая петля, накид. Мы провязали раппорт узора и переснимаем маркер. Переснимаем маркер на петлю назад. Передвигаем. Переснимаем его и вешаем после, вот здесь, после накида этого. Вот он накид, вешаем после него маркер. Здесь у нас теперь заканчивается раппорт узора. После этого маркера провязывать начинаем второй раппорт узора. 2 петли вместе влево, лицевая, 2 вправо, накид, 3 лицевые, накид. Провязали и переснимаем маркер, передвигаем его назад на 1 петлю. То есть после накида теперь у нас находится маркер. После накида начинается следующий раппорт. Итак, провязываем все раппорты узора, передвигая маркеры назад на 1 петлю. То есть сейчас у нас маркеры будут стоять после накида. После последнего вашего раппорта провязываем петли симметрии.
2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево, лицевая петля, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо, разворачиваю 2 петли, провязываю их вместе за передние стенки. Далее идет накид, накид, 2 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая петля и кромочная петля, последняя изнаночная бабушкина. Мы провязали 9 лицевой ряд, в котором у нас были нюансы провязывания. Вот так уже красиво смотрится узор, слегка выпуклой, рельефной получается с лицевой стороны. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и самостоятельно провязываем 10 изнаночный ряд всеми изнаночными петлями. 11 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо, разворачиваем 2 петли, провязываем их вместе за передние стенки. Далее идет накид, лицевая петля, накид, лицевая петля. Мы провязали петли симметрии, маркер переснимаем, начинаем провязывать раппорт узора. Накид, 3 петли вместе 1 лицевой петлей с центральной 2 петлей сверху, переснимаем 2 петли, 2 центральную спускаем, смотрите, чтобы не убежала, спускаем с правой спицы, возвращаем на левую 1 петлю, подхватываем 2 центральную петлю, возвращаем также на левую спицу и провязываем 3 вместе за задние стенки со 2 центральной петлей сверху. Далее идет накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид. Еще раз 3 петли вместе с центральной 2 петлей сверху. 1 петлю переснимаем на правую спицу, 2 петлю центральную переснимаем на правую спицу, спускаем с правой спицы 2 центральную, возвращаем на левую спицу сначала 1 петлю, потом 2 петлю центральную. Провязываем 3 петли вместе 1 лицевой петлей за передние стенки. И в конце раппорта у нас накид, и в конце раппорта у нас лицевая петля. То есть мы должны маркер опять переместить. Снимаем маркер, провязываем лицевую петлю, накид не потерять, лицевую петлю, и теперь только после этой лицевой петли вешаем маркер. То есть передвигаем раппорт узора на 1 петлю опять назад. Провязываем следующий раппорт, начиная с накид, затем 3 лицевые накид, лицевая, накид, 3 лицевые накид, лицевая. Переснимаем маркер и провязываем следующий раппорт узора накид. 3 лицевые вместе, накид, лицевая, накид, 3 вместе, накид, лицевая. После последнего раппорта провязываем петли симметрии, накид, 3 петли вместе, 1 лицевой петлей, накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, кромочная петля, изнаночная бабушкина. То есть в 11 ряду у вас все ваши маркеры передвигаются на 1 петлю назад. Все
Все маркеры передвигаем. Опять у нас сместился немного раппорт. В 11 ряду вот так у нас получается. Такая красота. Выпуклый такой узор с лицевой стороны, с изнанки, совершенно гладкий. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем 12 изнаночный ряд самостоятельно. 13 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая петля, 2 лицевая, 3 лицевая петля, накид. Мы провязали. Накид это у нас уже относится, накид не делаем. Мы провязали 3 лицевые петли симметрии. Маркер переснимаем. Вот у нас так, 13 ряд. Начинается кромочная, 3 лицевые, маркер переснимаем. И далее у нас начинается раппорт узора. Накид, накид, 3 лицевые петли с центральной второй лицевой петлей сверху. Переснимаем первую, вторую спускаем с правой спицы. Возвращаем сначала первую на левую спицу петлю. Затем вторую центральную возвращаем на левую спицу, провязываем 3 петли вместе 1 лицевой петлей за передние стенки. Далее идет накид, далее 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых петель, 1 лицевая, 2, 3, 4, 5. В этом ряду нет нюансов. Мы здесь не передвигаем маркеры. Маркер переснимаем. Начинаем провязывать следующий узор. Начиная с накида, 3 лицевые вместе накид, 5 лицевых петель. Маркер переснимаем и провязываем следующий раппорт узора. Начиная с накида, 3 лицевые вместе накид, 5 лицевых петель. После последнего раппорта переснимаем маркер и провязываем петли симметрии в конце ряда. Накид, 3 лицевые петли вместе с центральной второй лицевой петлей. Можно вторую петлю, которую мы спускаем с правой спицы, придерживать, чтобы она не убежала. Далее идет накид, 3 лицевые петли, 1, 2, 3 и кромочная петля в конце ряда, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Такие красивые уже листики у нас появились. И провязываем самостоятельно 14 изнаночный ряд всеми изнаночными петлями, в том числе и накиды. Такая изнанка красивая, гладкая. 15 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2, 3, 3 лицевые петли. Накид это уже начинается раппорт узора. Провязали 3 лицевые петли симметрии, маркер переснимаем и начинаем провязывать раппорт узора. Накид, 3 петли вместе, 1 лицевой петлей с центральной второй петлей сверху. Переснимаем на правую спицу первую петлю, вторую петлю спускаем с правой спицы, первую петлю возвращаем на левую спицу, подхватываем вторую центральную петлю и также возвращаем на левую спицу. Она у нас оказалась впереди. Это вторая центральная петля. И теперь 3 петли вместе провязываем за задние стенки 1 лицевой петлей. Такая красивая косичка из 3 петель вместе у нас появилась. Далее идет накид и
5 лицевых петель. 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля, 4, 5 лицевая петля. Мы провязали раппорт узора, маркер переснимаем, начинаем провязывать второй раппорт узора. Начиная с накида, 3 вместе накид, 5 лицевых. Маркер переснимаем и провязываем следующий раппорт. Накид, 3 лицевые вместе накид, 5 лицевых. После последнего раппорта переснимаем маркер и начинаем провязывать петли симметрии. Накид, 3 петли вместе, 1 лицевой петлей с центральной петлей сверху. На правую спицу переснимаем первую петлю, вторую петлю центральную, вторую спускаем с правой спицы, первую возвращаем, подхватываем вторую и тоже возвращаем ее на первую, на левую спицу. И теперь 3 петли провязываем вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. Получается такая здесь дорожка, косичка. Накид, 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2 лицевая петля, 3 кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 15 лицевой ряд. Работу разворачиваете на изнаночную сторону и провязываете 16 изнаночный ряд, последний ряд раппорта узора вверх по вязанию всеми изнаночными петлями, в том числе и накиды. Друзья, я провязала 16 изнаночный ряд, развернула работу на лицевую сторону, и теперь 17 ряд это как бы первый лицевой ряд, то есть мы начинаем вязать опять же с первого ряда по 16. Я кромочную снимаю, начинаю провязывать лицевая 2 вместе с наклоном вправо, вот первый ряд. Далее вот так у нас узор смотрится с лицевой стороны. Такие красивые получаются листики, как бы трилистники. Если вязать сверху, то это получаются как бы цветочки лилии с 3 лепестками сверху. Или, может быть, кто-то увидит тоже листочки. То есть эти вот такие зубчики получаются сверху. Вот такой красивый узор у нас получился. Слегка выпуклый с лица и гладкий с изнанки. Друзья, если узор вам понравился, если понравился мастер-класс, пожалуйста, поставьте ваши лайки, оставьте ваши комментарии, мне будет очень приятно. На этом у меня все. Всем желаю хорошего настроения, легких петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.